Вот именно в тот самый момент, когда от Konami не ждешь никаких новостей, они что-нибудь довыдают. К сожалению, это все еще не официальный анонс будущего обновления. Просто заговорила одна из верхушек студии Konami, а если быть точным, то европейского отделения Konami. Как и всегда, он рассказал об амбициозных планах eFootball, о планах на ближайший месяц и рассказал кучу всего интересного, что и предлагаю обсудить в рамках этого ролика. В частности, новые киберспортивные мероприятия, какой-то супер важный анонс в Италии, нулевой год для eFootball и много чего интересного. Устраивайтесь поудобнее, обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что там будет все самое интересное. Ну и не забывайте поддерживать это видео своими лайками. Ну а мы начинаем. Если кто-то сомневается во всем сказанном, что подобное вообще происходило и подобные вещи вообще произносились хоть кем-то, то я оставлю в описании ссылку на оригинальное выступление. Оно на английском языке, но если вы хоть немного, но понимаете английскую речь, то в принципе можете ознакомиться. В рамках же данного ролика мы постараемся вынести все самое необходимое и интересное из данного выступления. Итак, кто же это выступает на сцене? Если быть точным, то это один из сотрудников европейского отделения Konami, которого зовут Дэвид Монк. Так же, как и другие люди в Konami, которые не занимаются конкретной разработкой eFootball, он отвечает за лицензирование, за создание мостов между игрой и всякими партнерами, и в целом высматривает наиболее благоприятные пути для игры, скажем так. И, естественно, его основная функция — это просто говорить. Говорить как можно больше и говорить как можно красивее. Но перед тем, как пуститься во все комплименты к eFootball, Дэвид отметил, что прошлогодний релиз действительно стал для студии настоящей катастрофой. Они вроде как учли все ошибки и в ближайшее время постараются их исправить, скажем так, привести игру в самый что ни на есть надлежащий вид. При этом Дэвид не устает отмечать, что они стали такими пионерами в рамках футбольных симуляторов, которые сделали фри-ту-плейную игру. Это правда, это никто не отрицает, но сам факт того, что они выкатили в прошлом году, тоже не стоит забывать на самом деле. И уж тут пионеры не пионеры, но в принципе роли это никакой не играет по сути. На самом деле в его речи подобных тезисов очень много, то есть он нахваливает игру, он нахваливает те же самые лицензии, партнерства, отмечает, что в Италии на самом деле больше всего партнерств, что на самом деле правда, но в то же время Konami потеряли лицензию на серию А вот и недавно на серию Б. Поэтому после такого хвалиться своими партнерствами и говорить, что Италия это важный рынок, ну на самом деле я думаю не совсем правильно. Хотя опять же мы говорили об этом года 2 назад, может быть 1,5 года назад, Италия все еще остается важным рынком для Konami и они стараются это всячески подтверждать. Хотя, повторюсь же, недавние потери чемпионата в этом дают усомниться. Но от пустой болтовни перейдем к интересным анонсам, потому что во время выступления на этой сцене были произведены парочка анонсов, в том числе и в соцсетях Konami. В частности, они поделились вот таким вот небольшим тизером, в котором анонсировали что-то крайне интересное для фанатов, опять же, из Италии. И большинство игроков уже успело предположить, что это какая-то новая лицензия, новый партнер и т.д. и т.п. Но, скорее всего, это будет что-то связанное с киберспортом. И уже появилась информация, что это, скорее всего, будет связано с eFootball Pro. То есть это такая киберспортивная лига, которая была в 21 и в 20 части Pro Evolution Soccer. Более подробно Konami поделится информацией об этом 25 числа в рамках какого-то киберспортивного мероприятия, которое пройдет в Милане. Однако не стоит путать с анонсом глобального обновления, которое также ожидается в ноябре. И эти два анонса, они никак не связаны. Помимо этого, во время выступления Монк также отметил, что в будущем Милан станет еще одним партнерским клубом. Поскольку как такового сообщения об этом еще не наблюдалось до недавнего времени, Интер уже вроде как ожидается будущим эксклюзивным партнером, а такой информации о Милане не было. И вот со сцены этот человек эту информацию подтвердил. И 3 последних, но крайне важных тезиса, которые мы сейчас также вкратце обсудим. А в частности, Konami подготовили новую дорожную карту. Подробности еще не раскрываются, но скорее всего, что уже в ближайшее время мы ее сможем увидеть. Ну или, по крайней мере, услышать, смотря как Konami ее собирается представить. Также, по словам Дэвида, в ноябре игроков ожидает много контента, и на самом деле с этим трудно не согласиться, потому что, опять же, учитываем чемпионат мира, тот же самый онлайн-контент в лице карточек. Да, какой контент, но тем не менее. Потом контент в декабре. И, в общем-то, тут на самом деле трудно упрекнуть его. Что касаемо качества и ожиданий игроков по поводу этого контента, это уже разговор другой, не по части его компетенции. Ну и последнее, самое громкое заявление, как по мне. По словам директора, с ноября для eFootball начинается нулевой год. Год, когда начинается настоящая игра. То есть то, что вышло в прошлом году, это лишь один большой годичный бета-тест, который мы с радостью, скажем так, застали.
То, что уже было в апреле, трудно назвать бета-тестом, хотя вполне тоже может быть. Но это уже все в прошлом. Теперь в будущем нас ожидает глобальная кроссплатформенная игра с отличной базой данных, с отличными партнерствами, лицензиями, которых, конечно же, будет намного меньше, чем у тех же электроников, но хотя бы с вернувшимися режимами. Хотя, опять же, не факт. И на этом, в принципе, все. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо данных тезисов, которые произнесла очередная говорящая голова из Konami, насколько вы верите подобным заявлениям и чего ожидаете от eFootball в ближайшие месяцы. Пишите в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании и в комментариях под этим видео. Ну и про этот канал не забывайте. Подписывайтесь и прожимайте колокольчик. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.